Здравствуйте, подписчики, зрители моего канала. Велосипед из коробки. Распакую, соберу, посмотрю, настрою. Такой вот велосипед. На почте его уже получатель распаковывал. Посмотрел, чтобы все было в наличии. Привез мне и попросили собрать. Так, вот эта коробочка. Для начала. Что это за коробочка тут у нас? Здесь, походу, все запчасти. Чуть в сторону. Да, здесь все наши необходимые запчасти. Педали. Педали пластиковые. Ну, не крутятся. Так, что тут у меня есть? Вот такая штучка есть. Даже не открывается. Ладно. Потом открою. Это что? Это для катафотика. Так, болтик. А болтик откуда выпал? Болтик с эксцентрики с колес. Сиденье. Сиденье как сиденье. Самое простое. Сюда его положим. Так, это что? Откуда-то отсюда, наверное. Так вот. Инструкция. Вот такой вот велик. Вот такой вот велик. Так, ну это не надо. А еще и подсиделка. Ну, подсиделка вообще кусок железяки. Думал, хоть что-то путевое будет. Алюминиевая какая-то. Диаметр 27,2. Вот так вот. Так, вот такой вот велик. Колесо. Защита. Еще одна защита. Вот алюминиевый. Слышите? Вообще не крутится. Надо будет разобрать и сразу смазать.
Так, ну как-то, короче, вот так вот получается. Вынос алюминиевый. Рама алюминиевая, вилка железная. Новая еще не ездила. Слышите, как тормоз скрипит? Не скрипит, а его аж затирает. Так, ладно. Да. Вот тебе и новый велосипед. Так, педальки. Ладно, начнем с педалек. Педальки вообще не крутятся. Вот так вот. Вон, если видно, смазочка есть еле-еле. Еле-еле душа в теле. Так, тут надо ключик на 12, да? Блин, пришел на гараж с самого утра. 6 утра, уже и машины ездят вдоль дороги. Нифига не слышно, блин. По-моему, на 12, если я не ошибаюсь. Да, на 12. Надо их чуть-чуть под это раскрутить и хотя бы смазочки туда чуть-чуть капнуть. Что там смазка такая? О, ну так уже куда не шло. Маслица чуть-чуть капнуть. Ну, это же совсем другое дело. Правильно. Так, надо ее выкрутить. Потом вторую гаечку. Вторую гаечку там. Сейчас будет вот эта вот одна гаечка. Неудобно. Сделаем вот так вот. Так, вот одна гаечка и там вторая гаечка. И вторую гаечку надо чуть-чуть буквально на полоборотика провернуть. Вот, есть. И люфтик маленький будет. И будет нормально работать. Что-то тут особо конкретно такого зазорчика придумывать не надо, потому что педальки бюджетные. Сами видите, какой велосипед. Велосипед бюджетный. И что-то тут выдумывать ничего не надо. Вот, теперь они крутятся. Так, крышечка.
Первое есть. Теперь с колесом. А колесо, конечно, вообще аж чувствуется, но нифига не крутится. Сейчас я сниму диск. Аккуратненько возьмем и сюда вот на салфеточки сухие положим. Вообще, блин, не крутится. Ну как это так, ё-моё. Человек платит деньги. Это что получается? В любом случае надо делать нулевое ТО. Опа. Ого! Смотрите, как зажато. Да эти палки, вы что, гоните так зажимать? Так, смазка есть. Шарики насыпные. Никаких супер подшипников. Все нормально. Единственное, надо натяжение отрегулировать для того, чтобы его не клинило. Вот так вот. Есть такая штука. Соберу велик, поеду покатаюсь. Аж интересно, как на таком велике кататься. Ну, я хочу сказать, что если за велосипедом следить, все вовремя смазывать, мыть цепь, то эти велики, пускай они и дешевые. Ну как, для кого-то дешевые, кто-то ездит на велосипедах стоимостью несколько тысяч долларов. Кто-то ездит на велосипедах на таких простеньких. За любой техникой надо следить. Если техника в порядке, следишь за ней, то все получается. И она, как говорится, эта техника тебя благодарит. Ничего нигде не ломается, ничего нигде не скрипит. Ну а если слой песка и масла на цепке, и ты едешь и слышишь, как кто-то рядом проезжает, и оно хрустит. Вроде и цепь смазана, а хрустит до такой степени. А хрустит это песок. Конечно, потом человек будет мучиться ездить. Все у него ноги болят. Все у него скрипит, хрустит. Так, в мусорку. Ну и жара. Чуть-чуть люфтик оставляю и этой гаечкой подкручиваю. И начинается потом натяжение. Блин, надо еще ключ сточить. Чуть-чуть. Буквально миллиметр. А то я зажал сильно. Сейчас я этот возьму ключ. Буквально миллиметр. Оп, вот так вот. Так, все. Отлично все крутится. И люфта нет. Назад надо диск прикрутить тормозной. Вот так вот. Вот, отлично. Теперь надо взять переднюю ось. Ее чуть-чуть тоже смазать. Вот так, чуть-чуть резьбу. Вот тут.
Есть такая штука. О, вот еще надо восьмерка или это покрышка такая. Так, ладно, доберемся. Так, ну переключается вроде ничего. Все нормально. Только вот уже передний переключатель запирает. В этом месте где-то зажимает и все. Так, чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть буквально подровнял диск. Проверяем. Совсем другое дело. Ничего не трет. Значит, можно чуть-чуть колодочку назад подвести. Чуть-чуть натяжечку. Еще чуть-чуть натянуть. Еще чуть-чуть натянуть. Оп, пошло затирать. Нет, чуть-чуть попустим. Так, проверяем. Отлично. Так, наверное, надо сделать по переднему тормозу. Вообще все печально. Чуть-чуть попробуем отпустить. Еще чуть-чуть отпустим. Так зажимает. И так зажимает. Фига себе. В общем, твою дивизию так неудобно. Не знаю, камера заснимет, не заснимет. В общем, надо посмотреть вот здесь, чтобы между двумя колодками, вот одна и вторая колодочка, был зазорчик. И вот так вот выставить ее. Зазор сделал. Сейчас посмотрю, может диск вообще кривой, потому что зазор здесь хороший. Да, диск кривоватый сейчас. Чуть-чуть вот так вот. Вот чуть-чуть меньше. Так вот. Все, готово. В общем, ребята, смотрите. Так, на большинстве дисковых механических тормозах бюджетного класса. Так, что у нас тут получается? Колесо восьмеркой. Ну, смотрите, какая восьмерка. Видно? Вот тебе и новый велосипед из коробки. Смотрите. Надо снимать. Восьмерку выводить по заднему колесу. Что у нас по восьмерке? Гляньте, какая восьмерка. Фух, блин, работы добавилось, да? Ладно, надо снимать и выводить. Так, еще седлуху поставить. Так, заодно надо же еще и заднюю втулочку смазать, посмотреть на нее, из чего она состоит. Цепь в масле каком-то транспортировочном.
Привет! Соседи ходят, здороваются. Соседи — это хорошо. Вообще, бляха, не крутится. Такая у нас вот трещоточка. Так, что тут у нас? Это вот так вот. Фу, вообще от руки замок закрученный. Это жопа полная. Ну как так можно делать? Ё-моё, ну я вообще херею с этих китаёзов. А еще больше меня поражает наши перекупы, которые такую цену за этот велик купят. Это вообще, блин, уму непостижимая цена. Вот так вот человек покупает, покатался и все, и сожрало все нафиг навеки. Что потом делать? Твою мать. Вот как, блядь, вот так вот. Хера себе. Ну вот как его откручивать, ё-моё. О, сорвал. Так, смазка есть, сейчас надо аккуратненько с той стороны вот так вот сделать, вытащить все шарики. Смазочки чуть-чуть сейчас добавлю.
Ну, конус хороший, целый. Так, что дальше? Дальше вот этот вот конус идет. Смазочки чуть-чуть добавить. О, ну вот это уже есть. Есть контакт. Уже вон крутится. И люфтика нету, и подшипники не шкребет. Можно как раз восьмерочку вывести. Если видно. Слышите, какая восьмерка? Вот в этом месте, да? Значит, получается, затирает у нас вот эта спица. Значит, ее на полоборотика, не на пол, а на четверть оборотика попускаем. Так, теперь это затирает, эту на четверть оборота попускаем. Есть. Щоп, здесь затирает, значит, ее тоже четверть оборота, вот эту спицу попускаем. Оп, вот здесь затирает, на четверть оборота попускаем. Ой-ой-ой, вообще. Так. Вот затирает, попускаем. Эту чуть-чуть подтягиваем. И вот эту чуть-чуть подтягиваем. Есть. Дальше смотрим. Оп. Вот слышите, да? Поехали. Эту, значит, попускаем чуть-чуть. Эту натягиваем чуть-чуть. Эту попускаем чуть-чуть. Так, эту натягиваем чуть-чуть. Подтянуть. Оп. Так, ну я ставил маленький. Не видно отсюда, покрышка мешает. Маленький зазорчик оставил. Тем более здесь дисковые тормоза. И легенькая восьмерка. Ничего не будет давать, все будет нормально. Так, надо здесь смазать. В сторону. Сейчас переднее колесо тоже отрегулирую.
шлицы больше и меньше. Вот надо ее поставить. Вот большой шлиц. Попал. И тут большой шлиц. Сюда вот так вот. И здесь. Вот большой шлиц. Вот он просто. Болтик открутить. Вообще отлетела, да? Так, что у нас получается? Нам ее чуть-чуть надо отвести, рамку эту. Чуть-чуть рамку отвести. Вот. Чуть-чуть отвел. Все тут попало. Так, вот уже не цепляет. Натяжечка вот здесь, вот где натяжечка происходит. Есть. Теперь идем раз, два, ага, три, четыре, есть. Будем натянуть. Пошла жара. Но что-то оно так хреновато работает, если честно. Не переключается оно так, как надо. Теперь пошло, да, и здесь чуть-чуть, вот, вот и шатается эта рамка. Что ты ей сделаешь, а ни хрена ты ей не сделаешь. Ну все, больше я тут ничего не смогу сделать. Звезда вообще тонюсенькая, тонюсенькая, тонюсенькая. Так, надо же теперь и переднее колесо настроить восьмерку. Что-то мне оно вообще не нравится. Новый велосипед из коробки и с восьмеркой такой.
Вот смотрите, здесь впритык идет, а здесь сейчас будет, смотрите, здесь где-то миллиметра 2, вот здесь вообще это насколько у нас 3 миллиметра, почти вон ключик почти влазит 3-миллиметровый. Так, поехали. Оп, есть, значит, эту попускаем, эту подтягиваем, эту подтягиваем, эту надо нам подтянуть, эту надо попустить, эту надо подтянуть, эту надо попустить, подтянуть. Вот эту подтяну, вообще не натянуто, и вот эту вот подтяну. Тензометра у меня нет, я ним не пользуюсь, потому что нет у меня сейчас таких возможностей собирать колеса прям супер дорогие. Ух ты, ё-моё, это вообще не закручено. Чуть-чуть. Не трогаем. Оп. Попускаем. Подтягиваем чуть-чуть. Вот. Эту не трогаем. О, ну совсем другое дело, елки-палки. Да, спицы, конечно, были слабенькие. Так. Сразу качнуться надо. Стружка. Сухой поджимник. Вообще сухой. Что ж оно там будет крутиться, если оно там ничего, смазки никакой нету.
Вилка железная, тяжелая. Так, дальше. Дальше. Надо вытащить сюда подшипник. Так, ну что, велик я собрал. Можно поехать покататься. Правильно?